Теракт в Москве, подрыв правительственного здания, громкий арест в столице. Выбрана новая цель – Россия ударит в ближайшее время. Официальное заявление. Сделка за спиной Путина. Китай и Казахстан кинули Москву. Кремль потеряет миллиарды. Новейшее оружие РФ найдено. На объект не пускают даже военных. Власти идут на крайние меры. Об этих и других событиях к вечеру воскресенья 31 мая. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Это «Нехта». Я Олесь Корниенко, и мы начинаем. Удары украинских защитников по логистике оккупантов дали новые плоды. В Крыму официально начали отпускать бензин по талонам. Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале написал, что теперь АИ-95 будут отпускать в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, всем остальным только при наличии карточек. Что вы сегодня достигли? Я заправила машину, например, потому что бензина у нас нету. Чего у нас только нет, да? АИ-92 продают пока без талонов, но с ограничениями. Не более 20 литров в одни руки. Заправлять канистры запрещено. Аксенов также добавил, что ожидает нормализации сложившейся ситуации в течение 30 дней. Да он оптимист. Тем временем перебои с топливом могут скоро охватить всю Россию. Украина нанесла ночью еще несколько мощных ударов по нефтянке страны-агрессора. Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ, одно из старейших подобных предприятий в России. После серии взрывов на территории завода начался пожар. Предварительно удар пришелся по установке изомеризации, важному элементу производственного цикла. Саратовский НПЗ перерабатывает около 6 миллионов тонн нефти в год и снабжает топливом как гражданский сектор, так и военную логистику. Кроме того, предприятие связывают с обеспечением авиабазы в Энгельсе, где базируется стратегическая авиация России. Огненная ночь была и в Ростовской области. По данным мониторинговых каналов, под удар попала нефтебаза у Матвеева-Кургана. Полусотни километров от Таганрога были видны сразу несколько очагов возгорания, которые подсветили ночное небо на десятки километров вокруг. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации, жителей эвакуировали. Ее, короче, бомбят жестко. Типа там через лес, если перейти, там будет Лазаревка. Кроме того, беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию Лазарево в Кировской области. Это более чем в 1000 километров от украинской границы. Над объектом поднялся такой густой столб дыма, что пожар пришлось признать местному губернатору. На Ближнем Востоке царит странное перемирие с перерывами на удары. В США сообщили, что атаковали судно в Оманском заливе после того, как его экипаж проигнорировал более 20 требований изменить курс. По данным американского командования, сухогруз МВ Лиан Стар под флагом Гамбии направлялся в сторону Ирана. После серии безуспешных предупреждений американский самолет выпустил ракету Hellfire по машинному отделению. В результате судно потеряло ход и было остановлено. В Вашингтоне заявляют, что это часть морской блокады Ирана. По данным американского командования, с начала операции были выведены из строя уже 5 коммерческих судов, а более сотни других пришлось перенаправить для соблюдения режима ограничений. Накануне Bloomberg сообщил об ударе иранцев по американской базе в Кувейте. Ракету якобы удалось сбить, но при этом ранения получило 5 человек, а 2 дорогих беспилотника ценой в десятки миллионов долларов получили повреждения. Теракт против российского Минюста. В Москве арестовали мужчину, которого обвиняют в подготовке подрыва здания Министерства юстиции. По версии следствия, подозреваемый самостоятельно изготовил взрывное устройство и собирался использовать его для атаки на ведомство. Суд свое слово уже сказал. Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 года. Подробности дела пока практически не раскрываются. Неизвестны ни мотивы задержанного, ни предполагаемые сроки подготовки атаки. Официальные органы ограничились сообщением о возбуждении уголовного дела. И похоже, что это не очередная рекламная операция российских чекистов.
Удар по Галацу может иметь последствия далеко за пределами Румынии. В Американском институте изучения войны считают, что Кремль уже пытается использовать этот инцидент для информационной подготовки удара по Молдове. Аналитики обратили внимание на заявление посольства РФ в Кишиневе. Представители Москвы утверждают, что власти Молдовы и их западные партнеры якобы готовят провокацию, чтобы обвинить Россию и обострить отношения между странами. В институте считают, что подобные заявления могут преследовать сразу две цели. Первая – заранее снять с России ответственность, если ее беспилотник ударит по территории Молдовы. Вторая – создать основу для обвинений в адрес Кишинева в случае будущих инцидентов. Красные дорожки, улыбки и много-много лести. Так прошли недавние визиты Путина в Пекин и Астану. Церемония официальной встречи началась. Российский президент прибыл к Дворцу независимости. Но за спиной у хозяина Кремля лидеры Китая и Казахстана договорились исключить Россию из важной экономической схемы. По данным службы внешней разведки Украины, Пекин и Астана ускоряют развитие так называемого Срединного коридора. Этот путь проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, позволяет доставлять грузы в Европу без захода на российскую территорию. Казахстанские железные дороги собираются вложить в проект около 10 миллиардов долларов до 2030 года. Планируется строительство почти 900 километров новых путей, расширение портов и запуск новых грузовых судов на Каспий. В результате пропускная способность маршрута может вырасти почти вдвое, до 100 миллионов тонн грузов в год. Для Москвы это тревожный сигнал. Чем больше товаров пройдет через Срединный коридор, тем меньше будет зависимость Китая и Европы от российского транзита. А вместе с грузами Россия рискует потерять и миллиарды долларов доходов, и статус главного сухопутного моста между Азией и Европой. В общем, Владимир Владимирович, как вы там говорите? Обманули дурачка на 4 кулачка. У нас так в народе говорят. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Стало известно, откуда Лукашенко готовит нападение. Белорусские оппозиционные расследователи заявили, что установили место размещения пресловутого орешника. По данным сообщества железнодорожников Беларуси, элементы комплекса находятся на заброшенном военном аэродроме Кричев-6 в Могилевской области. В качестве доказательства приводятся данные о крупном военном эшелоне, который прибыл туда из района полигона Капустин-Яр в России в конце декабря 2025 года. В составе поезда были десятки платформ с техникой, вагоны со снаряжением и боеприпасами, а также личный состав. Авторы расследования утверждают, что техника остается на объекте до сих пор, а комплекс обслуживают исключительно российские военные. Белорусским военнослужащим отведена лишь роль охраны и обеспечения логистики. Но все-таки неплохое оружие, слабовато. И тут бах тебе, орешник появился. На днях в Киеве показали обломки такого экземпляра, которым россияне ударили еще по Львовской области. Эксперты пришли к выводу, что ракете далеко до образа супер нового оружия. Детали для него использованы 2017 года и даже более старые. Такая демонстрация орешника – это большой шаг. Его нельзя недооценивать. То, что оно технично устарело, но оно работает. Его не подавить рэбом, его тяжело сбить. Сбить орешник нельзя, но теперь его можно достать на взлетной площадке. Ложь кремлевской пропаганды о так называемом ударе киевского режима по детям неожиданно вскрыл один из самых известных сторонников русского мира. На связь из мест заключения снова вышел Игорь Гиркин-Стрелков. И еще совсем свежо впечатление от налета на Старобельской, удара возмездия по Киеву. Первый я комментировать не буду, так как сильно подозреваю, и не только подозреваю, что там не все так чисто. Гиркин намекнул, что сделал такой вывод, так как сам видел этот колледж. Правда, в тюрьме военный преступник миролюбием не проникся, а раскритиковал российские власти за малое число и несистемность так называемых ударов возмездия. Правда, закончил свой анализ нелестными для Кремля выводами.
Война будет продолжаться, нанося все более тяжкий урон экономике и социально-политической стабильности России. Пока количество однажды не перейдет в качество, и наш «Титаник» не начнет погружаться. Но оркестр пока играет, и наше уникальное преимущество твердо держится за штурвал, который не уступит никому. Опять же, пока. Кажется, Гиркин намекает на то, что Путина могут от этого штурвала оторвать. Американские звезды продолжают отказываться от участия в шоу, запланированном Белым домом. Целый ряд известных музыкантов отменили свое появление на праздновании 250-летия страны. К сожалению, то, что нам подали как празднование нашей страны, превратилось в нечто гораздо более разделяющее, чем то, в чем я согласился участвовать. Также высказывались беспокойства относительно безопасности моих фанатов, группы, команды, семьи и меня самого. Трамп назвал отказавшихся артистов третьесортными звездами и заявил, что сам способен собрать больше зрителей. Более того, он назвал себя номером 1 в мире и даже пообещал превзойти популярность Элвиса Пресли. Мне не нужны так называемые артисты, получающие слишком большие деньги и несчастливые. Я хочу быть окружен только счастливыми людьми, умными людьми, успешными людьми и людьми, которые знают, как побеждать. При этом программа праздника выглядит весьма необычно. Кроме выступлений артистов, которые все же согласились выйти на сцену, прямо на лужайке Белого дома можно будет посмотреть на смешанные единоборства, а по улицам Вашингтона пронесутся участники гонки IndyCar. Похоже, юбилей США рискует стать очередным шоу имени Дональда Трампа. Необычное полнолуние можно было увидеть вчера, и сегодня тоже еще не поздно. Астрономы говорят о редкой голубой микролуне. Явление, которое происходит лишь раз в несколько десятилетий. Несмотря на название, Луна не сменит цвет. Голубой называют второе полнолуние за один календарный месяц. А приставка «микро» означает, что спутник окажется в самой дальней точке своей орбиты и будет выглядеть немного меньше обычного. Разницу заметят только самые внимательные наблюдатели. Но сама комбинация двух этих явлений встречается крайне редко. Следующий шанс увидеть такое в Европе выпадет лишь в 2066 году. Надеюсь, что в России, Беларуси и Казахстане за попытку посмотреть на голубую луну еще не сажают. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.